Доброе утро, Филюша. Время 7 часов утра. Каролине к 7:30. То есть 7:10 уже. Нормально держится? Точно? Да. Окей. Видите, как в 7 часов утра светло? Для этого переводят время на летнее, чтобы люди меньше использовали электричество, когда собираются на работу. Вечером тоже солнышко садится поздно теперь, поэтому до 9, даже где-то до 9:30 будет светло. Люди в это время спать ложатся обычно, поэтому используют меньше электричества. Пойдет или нет? У тебя же спорта нет сегодня? Нет, так не делается, Каролина. Я тебе уже всю эту зацепила. Ты думаешь, упадет? Нет, не упадет. Тут знаешь, сколько штук уже? Вся голова у тебя в этих в шпильках. Просто ее толкнешь обратно. И все. 2 куртки надеваешь аж? Да. Да, у нас, кстати, сейчас -1. Маргарита поехала на мотоцикле, -1. Но сухо. Асфальт сухой, дождя не было. И в этой куче обуви, конечно, невозможно ничего найти. Макс еще спит, я ему к 8 часам. Я его разбужу где-то, наверное, через минут 30-40. Он собирается буквально за 10 минут. Его бужу, 10 минут у него остается, он встает, зубы чистит, одевается и уходит. Все? 2 минуты сейчас. У тебя осталось 10 минут. Ага. Самокат уже не скрипит, все? Нет. Ну, хорошо. Все, последний день, каникулы. Давай. У тебя тест по математике? Ну, давай. Удачи тебе. Чао. Лежать, лежать. Вот так. Вот так вот Боня греется на солнышке. Как круто, да, Бонь? Иди сюда. Лежать, Бонь, лежать, 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 лежать. Вот так. Только чуть-чуть подвинься. О, нет, лежать. Да ты не... Она уже кувыркается. Она думает, я ей команду даю. Я тебе не даю команду. Я хочу, чтобы ты просто полежала на солнышке. Бонька, не кувыркайся, просто лежи на солнце. Я тебе не команду даю, чтобы ты кувыркалась. Просто лежи на солнышке. Вот так. Загорай. Пузико свое поджарь немножко. Ай, ты. Она уже начинает линять. Уже начинается линька, сезон линьки. Ай-яй-яй. Готовить мне нужно обед. Сегодня нужно ехать за продуктами, потому что вот так вот выглядит наш холодильник. Полупустой. Да? Это не тебе. Это хлебушек. Буду печь хлеб. Детям, наверное, сделаю курочку с макаронами. Пожарю. А тебе что сделать? Тоже курочку? Ты бы тоже курочку съела. Красавица. Макароны есть вот такие. И есть вот такие. Но таких что-то мало, мне кажется. В принципе, если только Максу, Каролине, то им хватит. Или не хватит. Нет, наверное, сделаю. И этих тоже немного. Я не знаю, Каролина, когда к тебе придет твоя посылка. Но когда-то она придет точно. Ждет она свою посылку, никак не доедет. Завтра выходной, либо сегодня, либо в субботу. Потом в понедельник, в это воскресенье Пасха у католиков. В воскресенье и в понедельник выходные дни. Так что давайте. Каролина заказала там что-то для Бони, поводок какой-то, бутылочку для питья, да? Не могу это собрать. Да? Да. Бутылочку специальную, потом поводочек какой-то, который тебе к поясу привязывается или как? Да. Зачем? Что, Чтобы с ней бегать, что ли? Да, и чтобы вкусняшки положить, и водичку. Ага. Еще там что-то ты заказала? Там много чего. Я еще заказала мне... Ты руки мыла? Филе. У тебя волосы на руках. Убери, сейчас будут сыпаться в еду. Окей. А, чехлы для телефона. И еще я заказала... Может быть. Макс, на. Куркуму насыпала. Куркуму. Да. Такая, макароны получились такие желтые. А, я чуть фен. Нет, я чуть-чуть насыпала совсем. Я мне купила это. Хлебушек пусть остывает. А?
Угу. Приятного аппетита. Так, сегодня в обед у Макса нет школы, но он пойдет играть, да? Там игры будут у вас настольные какие-то. А это что такое? Это я сделала. Это ты сделал? Гвозди прям сам вбивал? Нормально держится дулька твоя? Ну, хорошо. Удобно тебе так? Волосы не мешают? Не тяжело? Она такая огроменная просто. Вчера сделала такую прическу. Мне Лео сказал, что я похожа на Фиону. То есть на принцессу, которая в Фиону превращается. Вот так вот челку закалывала и ходила вчера. Вот тут выскочила. Пробовала я ее вчера уложить, так у меня не получилось. И я так вот ее вчера зацепила. Как-то так. Непривычно, конечно, ходить с распущенными. Насколько я себя помню, всю жизнь я ходила либо с косичкой, либо с хвостиком. Мама меня всегда причесывала. Я никогда не ходила лохматая, с распущенными волосами, хотя у меня волосы были длинные, достаточно долго. Такая вот длина точно всегда у меня была. Никогда не ходила с распущенными волосами. Всегда косички у меня были, хвостики, все пристегнуто, зализано, убрано. Настолько я привыкла, что если я вот так вот распускаю, меня прям, не знаю, мне некомфортно. И плюс они еще путаются. Вот так вот, если на улице ходить, они путаются. Это все потом сложно расчесать. Каролина, например, ей нормально. Она спокойно может с такими длинными волосами ходить с распущенными. Она все время ходила с распущенными раньше. Все, поехала. Ты прям сейчас на велике, что ли? Да. А потом сразу домой или кататься? Я потом Рюкзак сразу оставить же домой, нужно. Домой переодеться и потом пойду. Хорошо. Папа сказал, да. Что можно. А другую надену. Не холодно на улице? Тесты все написали? Да. А то, что ты английский не написала, потом после каникул? Да. Окей. И твоя подружка потом собаку привезет, когда вернется? Потом с Бонькой будете знакомиться. Она, если хочет, может к нам прийти с собачкой. Да. Мы тоже познакомимся. Но она боится, что Филя там. Нет, Филя не трогает собак. Я тоже ей сказала. но Он не она трогает собак, он наоборот боится, ему не боится. Я нравится. сказала, если можно закрыть Фильку. Конечно, можно. Все. Если что, мы за продуктами, скорее всего, поедем. Мама, Что? купи мне что-то. Я всегда покупаю что-то. Ну, мне. Тебе лично? Да. Что? Что тебе лично купить? Мне говорит лично. Купи Что? чипсы. Чипсы? Да. Зачем? С луком. Без лука. Ты лук не ешь. Давай. Ну, До так, свидания. с луком вкусно. Все, пока. Нет, чипсы. Шарф, как это на русском? Острые. Да. Пожалуйста. Дяу. Пока. Кстати, я же говорила, что Маргарита потеряла свою ID-карту. Вчера пришло письмо от полиции вместе с ее карточкой. Видимо, кто-то нашел, отнесли в полицию и по фамилии, по имени нашли наш адрес и отправили. Вот, так что не придется ей восстанавливать, делать новый. Пока дома никого нет, помою полы, чтобы мне никто не мешал. И потом Лео проснется, я помою там в комнатах. Ой-ой-ой, камера чуть не упала. Чуть не улетела камера. А потом мы поедем за продуктами. Вообще для этого пылесоса продают специальную жидкость для мытья полов, но я немножечко добавляю мистера Пропера. Вот. Чуть-чуть совсем добавляю. Думаю, ничего страшного не будет. Я этим пылесосом еще прохожусь по ковру. Он у меня вот такой вот безворсовый. Прохожусь по нему спокойно, по этому ковру. Ну, собирает всякий мелкий мусор, шерсть. Так что нормально. Немножко намокает, но быстро высыхает. Вот. Зато собирает пыль. Вот так вот. Пятна, конечно, он не отмоет, которые уже в ковер въелись, но зато сверху он хорошо чистит. После этого я его сейчас поставлю на чистку, потому что, смотрите, видите, сколько он собрал мусора. Я сейчас не буду вот с этим мусором и грязным валиком мыть дальше полы. Я сейчас поставлю на самоочистку и потом уже дальше пойду мыть. Вот это вот всю шерсть, пыль он собирает. Почистит валик и дальше пойду. Он мне тут, пока он чистит сам себя, я покормлю рыбок. У меня тут 3 девочки, рыбки,
И что-то какие-то они пухленькие стали. Животики у них слишком вздутые. Может быть, у них там детки уже? Потому что тут 3 девочки и еще 3 мальчика есть. Развалился король, лев. Ты царь зверей, Филя? М? Ты царь зверей? Прям взгляд такой. Как будто сейчас съешь меня. Филя, не ешь меня. Спрашивали в комментариях, что это у нас за столбы. Столбы идут также наверх. В общем, во всех квартирах держат конструкцию. Вот здесь вот один столб. И вот еще столб. И вот там еще 2. Они тоже все проходят наверх. Ну и в квартире тоже поставили по 2 столба. В комнатах нет, только здесь. Вообще эта гостиная, она очень большая. Она соединена вместе с кухней. И как вы можете посмотреть, что она очень длинная. Наверное, как-то вот эти вот столбы, они помогают это все, наверное, держать. Для чего-то они, конечно, и нужны. Так, что это у нас тут за крестик такой непонятный? Первый раз после зимы стрижем газон. И что интересно, именно в этой части трава растет очень высокая. Видите, там, где Лео, там траву он еще не покосил. А вот этот вот кусочек, он растет, не знаю почему, вот так вот, только вот этот кусочек. А там тоже нормально низкая трава. То, что вот это посередине, это нужно все выбросить. Это старая кровать Каролины. Вот эта пальмочка моя погибла, замерзла. Вот это все уже подмерзло, это уже выкинуть надо. Вот видите, здесь вот нормальная трава, низкая совсем. И это она еще не покошенная. Что мы сюда складываем? Листья, траву. Потом так проще вынести в мусор. У нас уже одуванчики цветут. Сорвем одуванчик. Ветер все равно прохладный. Сейчас Лео покосит траву, и мы поедем в магазин. И сегодня много что со скидками. Да, рукола. Сегодня много что со скидками, потому что завтра у нас выходной. Им нужно распродать все. Наверное, я возьму еще вот такое. Вот такую. Чтобы, главное, она без плесени была. Очень часто продают, и она уже с плесенью. Так, мне нужно муку. Вот такую вот я беру. Здесь 11 грамм белка. Макарошки тоже у меня закончились. Возьму вот такие вот еще мелкие. Пам, пам. Томатная паста. Так, это у меня для хлеба бумага выпекать. И вот эти вот пакетики, это для мусора, пищевого мусора. Специально разлагающиеся. Загрузились. Сегодня у нас вышло на 193 франка. 193. Поехали. Мороженое взяли. Макаронцы. И Лео себе кофеек взял. У нас везде теннисные мячи. По всей машине. Вон там тоже в дверях, в багажнике, везде мячи. Лео даже ничего еще сегодня не ел. Как проснулся, пошел косить газон. И поехали за продуктами. Что? Дай. Es más suave, no es fuerte, es un poco mejor. Куркума, ананас, Tips es pi. лимон. Куркума, ананас и лимон. Hola, querido público. Espera, les voy a enseñar a cortar el pan. ¿Qué dijiste? Hola, querido público. Cuchillo para cortar el pan. Eso es malo. No no corta. No está el otro. No corta. Aquí está. Tenemos un pan con una hoja. Les voy a enseñar a cortar el pan. Primero tomamos de esta manera. El cuchillo tiene que estar así.
Cortamos. Y 1 y 2. Suave, con mucho amor y ternura. Vamos a seguir hasta el final. No quiere cortar. Tengan paciencia. Es un corte perfecto. Liso. Por el otro lado, yo no corté este lado, yo corté este lado. Ok. Nos vemos mañana en un próximo capítulo. Вот. Такая красивая клубничка. Что съела? Nunca aprendí español. Nunca estudiado español. Ксения, как ты выучила испанский? Не помнишь? Не помнит. У Ксюши еще... У тебя еще неделя, да? У Ксюши неделя и потом каникулы. Да. Макс и Каролина начали сначала на испанском говорить. В общем, первые слова произнесли на испанском. Если не считая мама-папа. Родной язык у них самый первый – это испанский. Так, в таком виде у нас продается вареная кукуруза. Вот она уже вареная, ее просто можно в гриле поджарить, либо на сковородке. Сушеную паприку беру, сушеный чеснок и еще для мяса ассорти там, в общем, все вместе. А я сегодня хотела сделать это. Ты нёги хочешь сегодня? Я хотела сделать эту. Сейчас хлебушек сейчас поешь. Я хотела сегодня завернуть лаваш в рулет, как лазанью. Да? Я забыла сахар купить. Сючка. Сахар забыла купить. Еще малинку взяли. Малинка стоила где-то 3 франка с чем-то, по-моему. Так, яйца. Что мы будем это? Яйца будем красить или нет? Или крашеные купим? Или красить? Красить сама будешь? В прошлом году как мы красили? Я, по-моему, в куркуме красила. Свекла, ой, не свекла, а как ее? Капуста фиолетовая же есть, вот я этим красила. Пойдем. Сидит в машине. Мама наплюется. Никто не приедет играть, а вдруг кто-то приедет играть. Открываем ворота. Мы сюда приезжаем, никогда никого нет. Да, это наши личные. Личная наша площадка. Да, я видела паучки там. Там собачки опять. Мы здесь играем с Максом, а Каролина с Ксюшей там наверху на корте. А мы здесь пока тренируемся. Теперь Ксюша играет с Каролиной. Я наигралась. Я устала уже. Сначала с Максом играла, а теперь с Каролиной. Все, я уже не могу. Ксюша пришла на помощь. Что ты мне даешь? Телефон? Телефон? Еще шорты. Снимай, в шортах играй. Где-то холодно. Холодно. Мы что, реально до 9 будем играть? Не знаю, я просто... Я не хочу. Время 19:40. Я не выдержу столько. Все, уже 8 часов. Поехали мы домой. Мне холодно. Что там читаете? Тут написано, что если сухо, значит надо мочить перед тем, как ты играешь. Надо перед мочить, тем, как да. играешь, или после? Перед тем. Перед. For Spielbeginn. Угу. Ты купаешься, Каролина? Далеко не заплывай. Значит, нужно... Но сейчас же мокро было, не нужно? Да, сейчас мокро было. Но вообще, когда не мокро, надо... Когда сухо... ну да, чтобы пыли не было. Так, ноги моем. Купаться. Ножки вот так вот помоем. Да. Чтобы в машину нам не принести песочек этот. А это же даже не закрывается. Вот. Нет, так просто на замок. На замок не закрывают. Какой красивый кустик нарциссов. Да, Каролин? Не знаю. Красиво распустились. Желтенькие нарциссы. Холодно. Иди, давай куртку надевай, бегом. Нет, я в моей На. уже мыла. Макса, надень Нет, пока. фу. Это его куртка. В чем проблема? Стинки. Нет, нормальная куртка, чистая. Иди возьми куртку. У меня чистые ноги. Замерзнешь, Каролина. Закат красивый. Завтра какая погода, Ксюш? Хорошая? Смотри, солнышко как садится. Да, такой закат, значит, будет тепло. Вау, воскресенье, 21 градус. Круто. Всем привет. Доброе утречко. То есть добрый день уже. Вчера всю посуду сложила в машинку, посудомойку.
и забыла ее включить. Вот, ни одной чистой ложки нет. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Продолжаю снимать сегодня влог, потому что вчерашний влог я не смонтировала. Вообще планировала я вчера монтировать и выпустить его сегодня, но кое-кто мне помешал. Вчера мы поехали заряжать машину с Ксюшей, с Лео. У нас же Тесла, и у нее есть такие функции, она очень быстро трогается с места. Вот, мы, значит, зарядили машину, и так как это была ночь, машин мало, Лео резко нажал на газ, и, не знаю, за 2 секунды, наверное, машина набрала скорость 100 км в час. И мне так стало плохо. Мы приехали домой, меня тошнило, у меня болела голова. Хуже, чем аттракционы в Германии, куда мы ездим, в Европа-парк. Там есть один аттракцион, который тоже с места очень быстро трогается и едет. Американская горка. Это намного быстрее. Пока машина заряжалась, мы еще немножко перекусили в Макдональдс. Мороженое съели, в общем, там попробовали новинки. В общем, желудок у меня был полный. И домой приехали, мне стало очень плохо. В общем, я легла на диван, не могла встать. Не до влога было. И сегодня я проспала до 11 часов утра, так как у нас каникулы, и вообще сегодня выходной. Будем готовить завтрак. Ксюша варит кашу овсяную, а я буду делать лаваш с яйцом. Сначала вылью яйцо. Ксюш, купи сковородку. Я все никак не могу сковородку купить. У меня уже постоянно спрашивают, почему вы в кастрюле яйца жарите. Что-то самое лучшее. Это казан, ребята, это не кастрюля. Ну, вообще классно жарится. Не прилипает, да? Поэтому мне удобно жарить в казане яйца. Что мне еще место занимать какой-то сковородкой? У меня есть вот такая сковородка. Вот такая вот сковородка. Но на нее все прилипает. И вот это вот как кастрюля. Кастрюля же металлическая. На нее все прилипает. Мне не получается на ней жарить яйца. Я потом их начинаю отдирать от нее. Поэтому лучше в казане, чем в кастрюле. Как попадется, обязательно куплю. Ты посолила сахар? Нет. А что? Ну ты даешь, кашу она варит. Не посолила. Нужно немножко огонь убавить, потому что она прилипнет. Она уже начинает закипать. Такс, девочки и мальчики. Все, каникулы. У Ксюши когда каникулы? Через неделю? 1 неделю, да, только? Я вот руки себе помазала, знаешь, чем? Бипантеном. И нормально, да. Вот эта вот рука без бипантена, а вот этот с бипантеном. Пока вроде нормально. Сейчас многие обсуждают кризис, который должен прийти. Уже в Европе, я так понимаю, он пришел. Цены. Сейчас многие обсуждают кризис, который должен прийти. Уже в Европе, я так понимаю, он пришел. Цены на топливо. У нас, например, дизель почти в 2 раза стал дороже. Бензин тоже дороже стал. Вовремя мы, конечно, поменяли машину нашу. Раньше мы ездили на дизеле. И сейчас у нас электромашина. Лео вообще давно думал перейти на электро. Нам предложили вот эту машину. Мы посмотрели, нам, в принципе, понравилось. Лео протестировал ее, поездил на ней. Нам очень повезло, мы, конечно, этого не ожидали. Потом уже мы узнали, когда мы уже пришли оформлять, нам сказали, что этот автомобиль заряжается бесплатно. Вот, можно так сказать, купили бесплатную Теслу. Что значит бесплатная Тесла? Оказалось, что Тесла в 2018-2019 годах выпустили серию автомобилей, которые пожизненно заряжаются бесплатно. Конечно же, только на зарядке от Теслы. На любых других зарядках нужно, конечно, платить. Получилось так, что нам вот повезло. Мы изначально этого не знали. Когда уже оформляли автомобиль на себя, нам вот такое вот сказали. Мы сначала не поверили, потом решили проверить. Начали заряжаться. У нас на экранчике появлялась сумма, которую нам нужно будет оплатить за то, что мы заряжаемся. Лео отключает кабель, и все. И нам платить ничего не нужно. Как бы запроса нет на оплату. Единственный минус, что рядом с нами нет зарядки от Теслы. Нужно ехать минут 20-30 до нее. Иногда Лео не рассчитывает, когда у него остается мало зарядки совсем, то ему, конечно, приходится заряжаться на любой, а там нужно платить. Вот. Но чаще всего он заряжается на Тесле. Поэтому мы с ним так и говорим, что купили бесплатную Теслу. На данный момент, вот сколько мы на ней ездим с прошлого года, в принципе, нас все устраивает. Единственное, есть минус, но это, скорее всего, минус всех электроавтомобилей, что зимой очень быстро разряжается батарейка.
И даже когда машина просто стоит на холоде, она тоже разряжается. На холоде она разряжается еще быстрее. Плюс-минус нужно, конечно, ориентироваться, чтобы машина не стояла у нас на парковке всю ночь с маленьким процентом зарядки. Иначе просто эта зарядка до нуля упадет, и все. И заряжаться потом не доедем до зарядки ни до какой. Так как у нас зарядка бесплатная, поэтому, в принципе, для нас не проблема. Просто часто нужно ездить. Да, примерно каждые 2 дня Лео ездил заряжаться. Я там, главное, включила все и ушла болтать. Каша не убежала? Нет, не убежала. Каша готова, я ее сейчас крышкой накрою. Пусть она немножко постоит, настоится, пока я буду другое готовить. Мама, ты не понимаешь, там написано «Стоп». Что написано? I'm cleaning, стоп. Bye. А почему ты у Макса тут все вытащила? Убирать надо. Ты Макса убираешь тоже? Да. Пока. Почему мне нельзя посмотреть? Так, давай, ты что двигаешь тут? Давай мебель только не двигай, ладно, больше. У меня, кстати, тоже клининг. Ксюша, ты хочешь поучаствовать в клининге? Дай мне орешки. Пока все не съешь. Не успокоишься. Спасибо. Да. Под раковиной полочку решила помыть. Все здесь перемыть. Да? Бонни, что-то у нее ушко чешется, она постоянно головой трясет. Что ты там съела? Она мусор съела какой-то. Вот это ушко, она его, видите, вот так вот опускает и вот так вот трясет головой. Чешется у нее. Я ее уже почесала. Я тебе не дам орешки. Что с тобой? М? Лео поехал с Максом часик поиграть в теннис. И потом ему на работу. Его сегодня вызвали пораньше, потому что завтра суббота. Потом воскресенье, понедельник, выходные дни. Плюс еще в воскресенье, понедельник это будет Пасха. То есть сегодня очень много работы. На завтрашний день все магазины должны быть заполнены продуктами. Вообще он работает с 8 вечера. Сегодня вы вызвали в 4. Каждый занят своими делами. Да, здравствуйте. Попу она свою вытирает мне здесь. Иди. Не надо мне здесь попу вытирать. Надо было на траве вытирать, Бонни, а не здесь, на полу. Так, все, поехали. Погода сегодня хорошая, поэтому Маргарита гуляет, а в субботу-воскресенье она работает. Пришел наш котик покушать. У него там водичка стоит тоже. Всегда есть попить, поесть. Ребятки, много-много вопросов поступает по поводу обучения Маргариты, по поводу ее профессии. У нее сейчас спросить не могу, потому что ее нет дома, но кое-что я могу ответить, то, что я знаю. Нужно ли, так как Маргарита учится в медицинской сфере, если ей нужно проходить аккредитацию после обучения. А если она учится в Швейцарии, то ей делать этого не нужно, она просто заканчивает обучение и идет работать. Аккредитацию нужно делать тем, кто не обучались в Швейцарии. Допустим, приезжают из другой страны работать в Швейцарию, им, конечно, да, нужно сделать аккредитацию. Маргарите этого делать не нужно будет. Так, расскажите про работу Маргариты. Она работает медсестрой. Да, она работает медсестрой. И планирует ли она работать дальше, нравится ли ей, какие условия в Швейцарии у медиков. Профессия ей нравится, дальше она учиться не хочет. Последний год она сейчас будет обучаться. В следующем году летом она заканчивает. И все, дальше она пока что учиться не хочет. И единственное, что ее не устраивает, это работа в больнице. Ей хотелось бы работать в какой-то частной клинике, не хочет она работать в больнице. И сейчас первые 2 года она работала в детском отделении. В принципе, там еще нормально все было. Она сейчас работает в отделении, где люди тяжело больные, при смерти, старички, либо, может, у кого-то смертельные заболевания. Говорит, что очень часто там умирают. В общем, это все она видит, это не очень ей нравится. Она рассказывала, что, оказывается, она еще и мертвых моет. Входит это в ее обязанности. Не одна, конечно, там у нее еще несколько напарников, но, в общем, ей это не нравится. Она хотела бы вернуться опять в детское отделение. Если возможно это сделать, ей сказали, что если будет свободное место, то, в принципе, она может поменять отделение. Вот, если нет, то ей нужно будет продолжать там работать. Что входит в ее обязанности? Проверять там наличие всех медикаментов, убирать, наверное, палаты, помогать с больными. Также она уже ставит капельницы больным.
Вот, что еще? Помыть, убрать, принести что-то, унести. Был случай, я у нее на руке заметила синяки, вот как будто от пальцев. Я у нее спросила, откуда у тебя синяки. Она сказала, что это дедушка старенький, который там лежит, у него деменция. Она ему убирала капельницу, и он ее схватил сильно за руку. Хорошо, что она была не одна в палате, и вообще обычно с такими больными ты не имеешь права находиться одна, обязательно кто-то должен быть. Ну, неизвестно, что может случиться, человек больной, вот, и он ее сильно, она ему вытаскивала капельницу, иглу, и он ее сильно схватил до такой степени, что у нее от его пальцев остались вот тут вот на кисти синяки. Ну, конечно, она сказала, с детками намного проще, ей больше нравится работать с детьми, чем с взрослыми. Поэтому посмотрим, если у нее получится поменять отделение, то, конечно, было бы хорошо. Вот. А так вообще, как она мне сказала, что не хочет она оставаться в больнице, хочет найти какую-нибудь клинику, ей уже нужно будет искать в этом году заранее. Про зарплаты я уже рассказывала, что там зарплата зависит от курса, на каком курсе ты обучаешься. Изначально одна сумма, каждый год она увеличивается. От разных факторов зависит зарплата. Первый курс они там где-то 700-800 получают, второй курс им повышают 900 тысяч, и третий курс 1000, 1100 или 1200. Вот. Я на самом деле даже не спрашивала, какая точно у них зарплата, вот примерно знаю. У Ксюши надбавка была за оценки. Вот, когда у тебя хорошие оценки, тебе тоже добавляют. В Швейцарии, в принципе, неплохие зарплаты у студентов. Спокойно могут закрывать свои какие-то базовые потребности. Чё, Каролина, убрала тебе тут все? Смотри, как она полочки тебе сделала красиво. Не хочу, я сильно могу. Не ходи, там мокрый пол, Макс. Я буду отдать чуть-чуть туда. Вот тут нужно помыть. Тут нужно пол. Она, главное, у себя помыла, а у тебя полы не помыла. Сколько у нее? Она опять стол переставила себе. А. Ну, у нее прям много места, смотри, сколько. У меня... Каролина хитрая. Каролина пока в туалете, мы двигаем. Сейчас она придет. Сейчас она придет, даже не заметит, скажет, а? А тут ничего не прошло. Ужин готовим. Рулетики с лаваша. Угу. Ксюша делает соус бешамель. 75 грамм сливочное масло. Растопить. 75 грамм муки. Вот сейчас она перемешивает это все, немножко поджарить. И 900 миллилитров молока. Частями заливать, перемешивать. И потом нужно варить до того, как она начнет загустевать. Посолить, поперчить, мускатный орех и все. И готово. Перемолоть нужно лук, потому что Макс с Каролиной не едят лук. Мы его сделаем невидимым. Нужно молоко наливать частями, чтобы без комочек получилось. А иначе, если сразу молоко налить, будут комочки, и вы их не перемешаете. Потихонечку поставить на 4, наверное, где-то. И помешивать периодически, чтобы оно к дну не прилипло. Сейчас плакать буду. Ой-ой-ой, все. У меня чеснок, аромат и этот для мяса специи и паприка сушеная. Макс, что ты там с собакой делаешь? Я папку возьму и ей только... Так, все это перемешиваем. Ксения, если вас ветно. Ну, чуть-чуть будет вкус, но не так сильно. Чуть-чуть. Вот этот только то, что есть. Чуть-чуть. А больше нет? Нету. Дальше ты сверху не будешь. Сверху не буду. Чуть-чуть для вкуса. Черный перчик и мускатный орешек. На глаз. Открывай глаз. На глаз. И мускатный орешек. Вот так вот. И давай еще зеленушки добавим. Ксюша нашла в ТикТоке рецепт печенья с чипсами, с солеными. И теперь она хочет сделать эти печенюшки. Нужны чипсы, масло, сахар, мука есть, шоколад. Да. Поэтому еще 400 надо. Там же только было 500. Ну. Точно. Мы только 500 добавили. Вот это вот только 500 у нас. Поэтому я думаю, что-то так мало.
Вроде в прошлый раз было больше. Накладываем. Только я не знаю, как вот сделать по всей размазать, потом завернуть. Я не помню. Края вот так складываем. И вот так заворачиваем. Так лучше, да? И вот такая вот трубочка. Так вот мы кладем. Как раз у меня подходит к моей... нужно это, смазать сюда соус немножко. Вот так вот налить. Да. А сверху это тоже? Все, больше не надо. Чего так много Потому что в прошлый раз я этого не сделала, и у меня лаваш был не пропитан. В общем, сухой был. Все, наверное. Мы выкладываем наши рулетики. Печеньки с макадамия? Не знаю. Теперь заливаем соусом. Можно еще сверху сыром посыпать. Чтобы была красивая корочка, аппетитная. Посыпем сверху, пока Ксюша не видит. Так, все, поставлю я камеру на зарядку. Это 9% осталось. Уже поджарилась. Буду я вытаскивать. Опа. Такая вот вкусняшка получилась. Каждому 2. Так. 2 положить тебе? Такие 2 колбаски. Как будто, мне кажется, последний раз больше соуса было. А я не весь вылила. И мне показалось, что его так было много. Да, чуть-чуть оставила. 1. И 2. 2 ножичка. 2 вилочки. Все, мы с Ксюшей садимся ужинать, потому что дети на улице. А мы голодные. Мы их ждать не будем. Не любит она сыр. Все ты любишь. Ты же фондю кушаешь? Раклет кушаешь? Без сыра. Угу. Мы с Максом сидим, рисуем в скетчбуках. Он там у себя, я у себя. У нас с Ксюшей появилась идея нарисовать скетчбук с рецептами. Выбрать самые наши любимые, по которым мы часто готовим, и записать все вот в этот вот скетчбук с рисунками, с рецептом. Семейная книга рецептов самых наших любимых. В общем, здесь нужно как-то оформить тоже с рисунками. Идеи беру в Pinterest. Pinterest это лучше, чем Да, вот такой вот. Хочу рисунок перенести вот сюда. И Это потом что, нужно из будет принтера раскрашивать. сделано? И от руки будем писать рецепты. Также рисовать то, что должно получиться. Например, если какие-то булочки, значит булочки. Если круассан, значит круассан. Если печеньки, значит нужно нарисовать такие печеньки, которые должны получиться. Вот, Я тоже так буду что делать тоже. будет это. Я тоже буду это делать. Будет наша книга с рецептами семейными. А? Я тоже буду. Будем передавать нашу книгу рецептов из поколения в поколение. Угу. Вот. Только придется, Макс, тебе на русском научиться читать, потому что книжку я буду делать на русском. Ну, это нет. Где-то я буду рисовать, где-то Ксюша будет рисовать. В общем, кто захочет. В скетчбуке очень много листов, поэтому хватит на много рецептов. Немножко еще порисую и буду монтировать влог. Чтобы допоздна не сидеть, не до часу, до 2. На сегодня все. До завтра. Да, до завтра. Я думаю, до завтра. Завтра я не знаю, какие у нас планы. Сейчас я, когда встану, я камеру включу и поснимаю. Завтра я не знаю, какие у нас планы.
У Лео выходной, в воскресенье у него тоже выходной. Так что всем пока, спасибо за просмотр и увидимся в следующем влоге.